Друзья, всем привет! Поступил вот такой аппарат для модернизации в мою мастерскую. Сейчас, значит, будем приваривать сопла более узкие. Ну, то есть это такой первоначальный был вариант. Надо бы заузить, сделать вот так. Если будет слишком узкая, надо будет подрезать. Но это мы поймем в процессе запусков. Если будет нормально запускаться, если движок не будет перегреваться, тогда все нормально. А если будет, будем немножко так подрезать до тех пор, пока не будет нормально. Но, тем не менее, есть желание повысить тягу этого аппарата. А также надо разобраться, почему-то это падает в нем давление. В прошлых запусках он у нас просто останавливался и выключался. Есть идея, что забилась форсунка. Ну, либо сломался насос, либо шим-регулятор, то есть управляющая электроника, которая поддерживает давление топлива. Здесь стоит обычный автомобильный насос, ну, правда, очень мощный, вот там вот в баке. А вот там. Но что-то как-то идет процесс отмены. И после всего мы хотим поехать на аэродром, уже затестить его на максималке. Ну или насколько хватит смелости. Так что сейчас все будет установлено и поедем на дискотеку. Вот. Нержавейка очень тонкая, опять трудности будут со сваркой. Ну хотя бы прихватить более-менее, уже хорошо будет. Что точно? Ай! Ударило? Вообще жестоко. Да? Испугался или Блин, да я чуть не крякнул, у меня чуть сердце не остановилось. А чё он у меня так ударил, я не могу понять. Короче, надо заземлять мой сварочник, он бьется током. Такими вот точками удается прихватить. В принципе, довольно симпатично. Выкатили аппарата на свет Божий, ребята, и попробуем с новыми соплами. Вообще интересно, запустится оно, не запустится. Мы здесь перетряхнули уже стартер, потому что отгорели все щетки. Наша цель выехать на аэропорт и хорошенечко поддать там жидкого. Но для начала надо все проверить. Ты что делаешь, изверг? Сопла оказались узковаты, пришлось немножечко их расширить. Потому что не выходит на режим. Такое чувство, что хочет он жить. Очень. Чтоб ты с ним не делал, и клинит он. И перебирали подшипники. И раз, и два, и три вот уже думали. Я уже думал, все. Заклинил насмерть. Размазала латунный сепаратор, думал, перегрелся, думаю, все. Но нет. Работает. Давай кофе пить. Давай кофе энергетический. С энерджией. Энергия. Все, друзья, последние волнительные минутки. Собрали кучу. Снарядили эту кучу для поездки на аэродром. Ну и, собственно, самое главное, надо забрать основное. Осталось ночь простоять, а потом день продержаться. Ты держаться будешь день завтра? Да я уже начал держаться.
О! Ох. Завтра мы продолжим шизить. Мы сотку сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой. По А кто кочкам. сотку будет? Ты делать будешь сотку или я, признавайся честно? Если ты 90 сделаешь, я готов на сотку пойти. Пошла ласточка. Ну что, легкая, не? Мы в очередной раз на гостеприимном аэродроме Пешково. И сегодня мы будем стартовать вот этого вот бульварда. Хочется показать максимальную скорость, если честно. И на этом все. Перед запуском мы сделали кое-какие мероприятия по повышению мощности и будем давать жидкого. После чего вы этот пепелат, скорее всего, больше никогда не увидите. Хотя мы еще посмотрим, есть еще вариант пустить его в разнос. Где твой друг? Кто? Ты ж топишь, я смотрю. Топишь.
пипец! Вы слышали это? Где-то просрало топливную магистраль. А ну-ка попробуем. Ага, шланг порвало. Но это еще можно будет починить. С-под этого шланга травит. Очень странно, где масло, непонятно. Баллон очень горячий, масляный. Но я до полтинника где-то разогнался. Страшно просто, пипец. Он до сих пор пытается. А? До сих пор горит что-то там. Надо охлаждать как-то. 50 километров в час нам не понравилось, поэтому поставили 6С батарею и будем на насос подавать практически в 2 раза больше напряжения. Было 16, будет 25 вольт. Все, на том и стоим, будем пробовать, как оно пойдет. Если что, топим за безопасность, вот уже адски. Заменили все баты, все, стартуем, друзья. Смотрите, сопла какие красивые стали. Произведение искусства.